Когда на предпоследних рамках появляется засев в верхнем корпусе, это является признаком того, что нужно проводить расширение. Значит, я могу сделать два варианта. Первый, либо сделать один или два противороевых отводка. И второе, это поставить строительный корпус. В этом году у меня матки пока не созрели, поэтому, значит, я буду ставить строительные корпуса. Итак, как я это буду делать? Значит, в этом году я еще заменю днище, потому что в этом году я их делаю более такими современными, что ли. Итак, что мы делаем? Сперва нам нужно будет, кроме того, нам еще и корпуса надо будет местами поменять. Дело-то очень хлопотное получается. Ну ладно, давайте. Значит, верхний корпус, он у нас будет нижний. Я пока, значит, ничего не снимаю, потому что пчелы, естественно, будут волноваться. Мне этого сейчас не нужно. Ульи, корпуса надежно приклеены друг к другу, поэтому я использую стамеску, чтобы их немножко друг от друга отделить. После того, как корпуса отделены, верхний корпус я ставлю вот сюда. И сразу же можно пчелок прикрыть. То есть мы, во-первых, избежим переохлаждения гнезда, вот, и связанных с этим проблем. Плюс пчела будет меньше волноваться. Значит, дальше нам нужен строительный корпус. Его мы ставим, получается, в разрез гнезда. Здесь можно и подымить немножко, чтобы пчелу согнать от верхних рамок. Пчелу отогнали. Можно ставить корпус. Так. Далее идет небольшая хитрость. Я, получается, ограничу матку в нижних двух корпусах двумя ганимановскими решетками. То есть пчелы наверх уже не пойдут. Да, кроме того, можно уже сразу же подвинуть корпус, который мы будем менять, и на его место поставить новый. Тяжелые, видимо, уже натаскали чего-то. Но пока говорить о том, каким будет лето, рано. На самом деле погода достаточно пакостная. Итак, ставим сверху последний корпус. Он бывший, так сказать, первый. Может быть, и его надо тоже отломать немножко от дна. Таким вот образом. Немножко разожжем, немножко подымим, и можно поднимать и ставить. И, в общем, собираем гнездо. Ну что, в принципе, холстик здесь этот можно оставить, по крайней мере, на время. Летом мне нравится больше, когда стоят такие тряпичные холстики.
Мне кажется, это более как-то полезно для микроклимата гнезда. Ну, кроме того, я практикую от муравьев, от тех же, например, можно использовать ботву от томатов. Вот, и, соответственно, она будет помогать избавиться от муравьев. Сверху ставим крышу. Вот таким вот образом. Обратите внимание, что пчела, возвращаясь с работы, не находит привычного литка и, не решаясь войти внутрь, как бы кучкуется у входа. Но я думаю, что к вечеру все будет в порядке.